Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. По вашему запросу выполняю расклады на святки. И сегодня расклад, который я для вас делаю, будет на Ленорман. Использую сегодня Ленорман и Таро Кривого Пути. И тематика у нас такая: перспективы в личной жизни в 2023 году. Причем это актуально как для мужчин, так и для женщин. Я сейчас объясню, почему я выложила карты. Во-первых, чтобы вас не утомлять, как говорится, выкладка карт, вы не тратили на это время, а могли сосредоточиться и выбрать одну из 36 карт. Это расклад, один из интерпретаций Большого дома Ленорман. Есть несколько способов и выкладок этого расклада. Этот расклад называется «Все обо всем». Здесь мы будем просматривать, состоится ли у вас знакомство в рамках 2023 года. Если да, то при каких условиях, обстоятельствах, ситуации и каковы перспективы этого знакомства. Смотреть могут как свободные, так и те, кто, допустим, в любовных треугольниках. Ну, либо те, кто на стабильных связях. Если вы считаете, что ваши отношения подходят к концу, что перспектив никаких нет, тоже для себя можете оценить эту ситуацию. Итак, карты перетасовала, выложила. Сейчас ваша задача расслабиться, настроиться, сделать так, чтобы вас не отвлекали посторонние звуки, ваши дети, ваши питомцы, ваши близкие, отстраниться от суеты, выключить гаджеты и подумать, какая карта на вас смотрит или какая карта вам интуитивно идет. Если слишком мало времени, вы можете поставить на паузу и выбрать один из 36 вариантов. Опять же, почему такое многообразие? Мы делаем полный дом Ленорман, чтобы расклад был максимально точным. И приступим. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Ну, по аркану ребенок. Здесь однозначно состоится новое знакомство, тем более в первом доме, в доме всадника. Более того, могу сказать, что здесь это знакомство у вас может состояться на расстоянии, потому что всадник у нас отвечает непосредственно за переписку в интернете, за какие-то поездки, за расстояние в целом. Это могут быть какие-то спортивные соревнования, там мотокросс или ралли, какой-либо спорт. То есть в этом спорте не особо сильна, но я думаю, вы понимаете, о чем конкретно я вам говорю. Более того, это спортплощадка, это какие-то мероприятия, это на заправке, на СТО, на АЗС, школа верховой езды тоже это может быть. Опять же, велосипедные дорожки, мототреки, почта, курьерская доставка. Вот это те локации, где у вас может произойти знакомство с этим человеком. И мы теперь с вами просмотрим, каковы будут перспективы этого знакомства. Но точно на расстоянии или дороги, посмотрите. Особенно, если смотрят меня мужчины. Вам здесь падает королева мечей, рыцарь мечей, дьявол. Отношения, которые фактически вам снесут голову. Здесь будет одержимость человеком, эмоциональная встряска, созависимые отношения, страсть, любовь. То есть вас захлестнет, знаете, говорю, в одночасье. Для девушек, особенно если вы у нас мечевая барышня, знакомство здесь может начаться, повторюсь, в дороге, на АЗС, на СТО, может быть даже на какой-то конфликтной ноте, но впоследствии это у вас перерастет в эмоциональную тягу, в сексуальную тягу, и будет стремление развивать отношения с этим партнером. Поэтому уже, как говорится, перспективы для вас неплохие. Так, для тех, кто у нас выбрал второй вариант, у вас падает аист. По аисту, как правило, у нас, вот говорю, сердечные отношения. Отношения стабильные, отношения серьезные, с перспективой построения семьи. Опять же, аист у нас указывает на ситуацию, это, как правило, человек либо в разъездах, в командировках, либо, может быть, сама по себе такая служба, что человек очень часто переезжает. Также это может быть человек-иностранец, человек приезжий. Поэтому, в принципе, здесь ситуация несколько аналогична этой. Но у вас аист падает в доме клевера. Это говорит об успехе этого знакомства, этого мероприятия. Это 100%. И более того, здесь
это, знаете, в связке указывает на отношения, на знакомства, которые вас выведут на новый уровень. И поскольку карта у вас выпала в доме клевера, то это, как правило, за городом, на природе, места продажи амулетов, сувениров, места, где продают лотерейные билеты, при походе за покупками, потому что, ну, клевер это у нас, знаете, как карта малого счастья. Смотрим, каковы перспективы будут этого знакомства. Так, башня, семерка жезлов и четверка чаш. Здесь кто-то сразу вас будет осаждать желанием и стремлением взять над вами контроль, прям ограничить, добиваться, прям, знаете, как слишком настырно будут требовать от вас внимания. И знаете, здесь эта связь может начаться, точнее закончиться так и не начавшись, потому что, видите, башня это отсекать. Почему? Потому что, ну, слишком вас загоняют в какие-то рамки, выносят вам мозг, выедают его чайной ложечкой. Вы будете не готовы к такому развитию событий. Поэтому для вас это знакомство, знаете, как назойливый поклонник или поклонница, оно будет несколько обременительным. Ну, кому-то, может быть, поднять самооценку, потешить свое самолюбие, в принципе, неплохо, да, либо если у кого там не было давно знакомств, отношений в целом. Но если рассматривать как нечто стабильное и перспективное, маловероятно. Сейчас хочу уточнить еще карту Аиста. Почему? Потому что здесь по тузу Пентаклей человек это ищет как новый шанс, в какой-то степени как развлечение, потому что если смотреть вот по карте сила, он уже при ком-то находится. Товарищ здесь или подруга могут быть не свободными. Поэтому вот такая здесь ситуация. Смотрим для тех, кто у нас выбрал третий вариант. У нас здесь падает карта клевера, и падает она у нас в доме корабля. Знакомство легкое, как счастливая удача. Тем более, знаете, как неожиданное, потому что клевер это как неожиданность, это удача, это новые возможности. Если рассматривать в целом по ситуации, да, то есть где может состояться знакомство, у воды, во время путешествия, это, кстати, может быть пристань, ЖД или транспортная остановка, аэропорт, то есть перемещение, куда вы вот куда-то едете, порт, яхт-клуб, просто место, где припаркованы лодки, ну или на каком-то курорте. Кстати, портовый город еще. Вот здесь об этом говорят арканы. Сейчас посмотрим, каковы перспективы будут у этого знакомства. Ну, посмотрите, здесь ложится императрица, паж мечей и жрица. Так, вот здесь уже у нас интересно. Дно колоды колесо фортуны. Это судьбоносное знакомство, знаковое, значимое. Но здесь на момент знакомства как кто-то будет метаться перед выбором. Потому что, видите, девятка чаш, восьмерка жезлов и смерть. Это желание будет, смотрите, покажу. Императрица, паж мечей и жрица. То есть если здесь не смотрит девушка, это будет мужчина, который имеет отношения, но здесь захочет с вами строить тайную любовную связь. Видите? Девятка чаш, отношения любовников. По восьмерке жезлов в дороге, курортный роман, быстротечный, скоропостижный, но без будущего. Видите, здесь падает карта смерть. То есть отношения, которые не несут каких-то долгосрочных перспектив. Ребята, это мы сейчас говорим о ближайшем знакомстве в рамках 2023 года, чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. Так, переходим с вами к четвертому варианту. Что у нас здесь? Всадник. Всадник в доме недвижимости. Это уже интересно. Как правило, по ситуации это элементарно может приехать курьер к вам в дом, что-то привезти. Потому что ну, это встреча дома, у дома. Кстати, у соседей, допустим, соседи вас пригласили на какое-то мероприятие. Это может быть встреча в агентстве недвижимости. Ну или в принципе недалеко от вашего дома, или может быть офиса, в котором вы работаете, в магазине, ну и реже это как домашняя страница сайта, блога, социальных сетей, где вам написали. Так, каковы перспективы этого знакомства? Что там по ситуации? Повешенный, восьмерка пентаклей и семерка чаш. Ну, могу сказать так, человек однозначно понравится, пробудит в вас эмоции, но здесь
Знаете, с одной стороны, вроде бы как и человек идеал, а с другой стороны, слишком много от вас будут требовать. Потому что повешенная 8 пентаклей, 7 чаш — это такая позиция: соответствуй моим ожиданиям. Ну, давайте посмотрим, а стоит ли вам соответствовать этим ожиданиям. Что здесь будет? 4 жезлов, король пентаклей, 6 жезлов. Ну, ребят, я могу сказать, да, тот хочет или захочет, точнее, дотянуться до мечты. Здесь есть перспективы создания семьи. Тем более, повторюсь, всадник в доме недвижимости, то есть отношения, которые надолго. Поэтому здесь у вас шикарные перспективы. 4, я вас с этим поздравляю. Так, хорошо, смотрим дальше. Для тех, кто у нас выбрал 5-й вариант. У нас здесь падает карта сад в доме дерева. Сад — это у нас, как правило, знаете, как в кругу друзей, знакомых, социальные связи. Но в доме дерева это, знаете, как еще сама по себе ситуация, отношения, которые могут завязаться надолго. Еще дерево — это когда вы с друзьями можете готовиться к какому-то празднику, торжеству, мероприятиях, потому что можете поехать за цветами, как украшение, да, там ботанический сад, просто в лес на шашлыки. Ну и крайне редко, поскольку у нас дом дерева отвечает за больницу, это может быть знакомство в больнице. Но, повторюсь, это намного-намного реже. Смотрим, что здесь будет по факту. Каковы перспективы у этих взаимоотношений? Так, сейчас покажу вам. Смотрите, у нас здесь умеренность, 8 мечей и рыцарь чаш. То есть, с одной стороны, вы будете от этих отношений закрываться, потому что будете бояться окунуться в свои собственные эмоции. По умеренности не дарят комфорт, дарят радость, но вы боитесь, знаете, говорю, здесь залипания. Ну хорошо, если здесь будущее. Если смотреть по картам: королева жезлов, жрица, и у нас здесь ложится король жезлов. Буду сейчас подносить, потому что не очень хорошо видно. То есть изначально человек будет как темная лошадка, будет вас прощупывать, но отношения здесь могут быть стабильными, потому что по колеснице это стремление эти отношения развивать, и дно колоды здесь жрец — это стремление к стабильному прочному союзу, даже к браку. Поэтому тех, кто выбрал 5-й вариант, здесь тоже все замечательно. Так, у тех, кто у нас выбрал 6-й вариант. Вот здесь, ребят, смотрите, тучи в доме туч. Нет, нет и еще раз нет. Знаете, как внутренняя неготовность, переживание, невроз, нестабильное психоэмоциональное состояние. То есть ряд факторов трансформации, перемен, которые указывают, что в рамках этого периода будет не до личной жизни. Я сейчас даже спрошу, почему. Рыцарь чаш, туз чаш, мир. И здесь дно колоды у нас 7 жезлов. Вы закрыты. Пока не время. Ваше еще придет, но это будет не раньше, чем через год. Вам нужно будет ждать. И здесь человек будет из другого региона, из другого города или страны. Так, смотрим далее. Для тех, кто у нас с вами выбрал 7-й вариант. Здесь падает солнце. Солнце в доме змеи. Ох, такая себе комбинация, хочу вам сказать. Почему? Потому что, с одной стороны, это знакомство с человеком ярким, амбициозным, харизматичным, и более того, знаете, к которому вы тянетесь. Это греетесь, может быть, в лучах славы. Это, кстати, может быть медийная личность, блогер, там, не знаю, актер, певец, музыкант, кто там сейчас на пике популярности. Так вот, здесь по ситуации речь идет у нас о том, что здесь это как или в аптеке, или в больнице, у врача. Ну, крайне редко это какой-то парк с горками, потому что змея у нас символизирует эти изгибы, или магазин шлангов, труб, проводов, веревок, то есть какой-то строительный отдел. Опять же, человек, который может заниматься, допустим, фирма, проектная организация там, по канализациям, по трубопроводу. Ну и еще это может быть магазин по продаже кожаных аксессуаров и браслетов. Но поскольку падает солнце в доме змеи, это может быть еще, говорю, какой-то маг, целитель, потому что человек, который может практиковать оккультизм и быть
в этой нише, в этой сфере таким медийным лицом. Хорошо. Есть ли перспективы у этих взаимоотношений? Пентаклей, пятерка чаш, дьявол. Слушайте, ну человек тут точно практикующий, потому что тройка пентаклей, пятерка чаш и дьявол. Тут кто работает на дьявола. Это могу вам сказать однозначно. Вот здесь, как говорится, гадалки не ходи. Вот это фрукт так фрукт. Кстати, уже, знаете, как забегая наперед, предугадываю вашу ситуацию. Я понимаю, что можете написать, что, допустим, это там человек не практикующий, но это вам на заметку. Многие люди бизнеса, они это внутренне понимают и осознают, но являются непрактикующими практиками. У них это интуиция, у них это сила дара убеждения, ораторского искусства, умение притягивать деньги, она просто у них трансформировалась и перешла в бизнес. Поэтому здесь тогда это будет человек, который фактически делает деньги из воздуха. Так, могу сказать, что здесь, если рассматривать, у этого человека вы будете не одна или, допустим, не один, потому что двойка жезлов, двойка мечей, и у нас здесь падает карта суд, ну, то есть старший аркан. Но человек однозначно вам идет по судьбе, и для него вы тоже будете, как я говорю, знаковой персоной. Но это отношения взаимовыгодного формата, знаете, как научить друг друга каким-то духовным ценностям, что-то подсказать, но у каждого здесь будет свой путь. Плюс за счет этого человека вы можете личностно вырасти в плане работы, трансформации, перемен в личной жизни, особенно у кого были проблемы с ресурсами, с финансовыми. Но будущего у этого союза я здесь не вижу, потому что по десятке пентаклей человек здесь останется в семье. Поэтому вот так, мои хорошие. Какой интересный у вас персонаж. Но здесь точно практик. Дом колоды, отшельник. Видите, человек, который знает цену времени, цену деньгам. Он так просто не распыляется. Прям отпишитесь мне, потом слушайте, мне так интересно. Хорошо. Давайте с вами приступать дальше. Так, 8-й дом. Что у вас здесь? Крысы. Слушайте, ну крысы в доме гроба, это однозначно нет никакой личной жизни. Но и на самом деле, знаете, почему хорошо? Потому что если вы выбрали 8-й дом, это сразу отношения обречены на их разрушение. То есть перспектив там никаких не будет. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Но я посмотрю, почему так. Может, здесь у кого-то, кстати, поскольку крысы в доме гроба, хотя и негатив всегда от негатив, но очень часто это указывает на вопросы деструктивного плана, как закрыта дорога к построению личной жизни. Семерка чаш, тройка пентаклей, дьявол. Здесь правосудие. Могу сказать так, здесь проведена работа по вам как мера воздействия с целью отдать за заслуги. Может быть, не обязательно вам. Допустим, это как отработка по роду здесь может проходить. Сейчас я проверю, так ли это. Паш чаш, пятерка чаш и дурак. Да. Вы как человек, как отдуваетесь. Причем отдуваетесь здесь как третье колено. Здесь нужно чистить род, потому что здесь могут быть проблемы по личной жизни. Поэтому, увы, простите, но здесь нужно в первую очередь зачищать вашу ситуацию. Так, для тех, кто у нас с вами выбрал 9-й вариант. Боги, я здесь ошиблась в первом варианте. Ребятки, кто меня смотрел, там не ребенок, там плетки, там отношения на страстях, но в доме всадника. То есть это очень резкие, это фактически будет любовь с первого взгляда по первому дому. А здесь у нас в доме букета ребенок. Это указание на ситуацию, что здесь новое отношение как радость, как удовольствие, как сюрприз, как подарок. И опять же, поскольку в доме букета это может быть цветочный магазин, это может быть выставка цветов, это может быть магазин сувениров, подарков. Может быть даже, кстати, по букету, если смотреть, это просто какие-то мероприятия, как говорю, на воздухе, на природе. То есть какие-то и мастер-классы, и вечеринки, и прочее, прочее. Потому что, в принципе, ну, это, знаете, какие-то магазины для творчества, поделок, ну, где могут продаваться, не знаю, там наборы для вышивки, кисточки, баночки, бисер. И все, что связано с садоводством, допустим, магазин по продаже там горшков, держателей для цветов, подкормки, удобрений.
реже это магазин кружевного белья, реже это магазин аксессуаров или какой-то косметический магазин. Поэтому вот так. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, каковы перспективы будут этого союза. Так, 6 мечей, 8 пентаклей и повешенный. Значит, смотрите, человек, знаете, как придет, то есть либо вы к нему придете на работу, либо человек к вам на работу, ну, если вы, допустим, работаете в бельевом магазине. Так, и что у нас здесь? 5 мечей, 6 жезлов и у нас король пентаклей. Но здесь не сойдетесь по финансовым интересам. Знакомство будет приятное, человек может некий период даже вас одаривать подарками, но все быстренько сойдет на нет. Потому что тут такой персонаж, который любит, как я говорю, поморосить, пустить пыль в глаза и скрыться в неизвестном направлении. Поэтому вот так. Хорошо, для тех, кто у нас выбрал 10-й вариант. Здесь ложится дерево в доме косы. Могу сказать, что здесь, обратите внимание, дерево такое сухое, и в доме косы это как затяжной период одиночества, у кого-то может быть после развода или период вдовства. Здесь не про отношения, здесь восстановиться после какой-то прежней утраты. Сейчас посмотрю. Да, башня, 3 чаш, 10 мечей. Либо были в любовном треугольнике, разошлись и до сих пор горечь потери вас не отпускает, либо здесь в действительности была потеря человека, но на физическом плане. Поэтому здесь не про отношения, увы. Так, для тех, кто у нас выбрал 11-й дом, да, дом плеток, здесь у нас в 11-м доме падает карта корабля. Знакомство, повторюсь, по кораблю это, как правило, даже в дороге. То есть вы стоите где-то там на светофоре, да, ожидаете сигнала светофора. И плетки это всегда у нас как предмет, может быть, конечно же, конфликта, но зачастую это предмет, повторюсь, на страстях, как любовь, как молния, любовь с первого взгляда. Когда вы, знаете, вот вы посмотрели и вас торкнуло. Вот вы понимаете, что вот мой человек, которого вы там длительный период искали, с которым вы стремились выстраивать отношения. Это вообще как бы места большого скопления народа, это активное движение. Ну, я, конечно, могу сказать, что по плеткам это еще чулан, где хранятся ведра, швабры и так далее, но я думаю, это вообще, наверное, единичный процент. Ну, иногда это бывает магазины для взрослых с БДСМ атрибутикой. И реже, внимание, это как случайно в полицейском участке. Ну, давайте смотреть, что там у вас, что там. Ну, так и да. Вы посмотрите. Туз пентаклей, колесница и королева мечей. Для мужчин это воздушная женщина, весы, близнецы или водолей. И отыграется, если женщина у нас идет воздушной стихии. Смотрите, причем знакомства вы не ждали. Смотрите, 5 пентаклей, не рассчитывать на знакомство. Звезда это упиваться своей, ну не знаю, вот вы понимаете, едете в своем авто, вы понимаете, какая вы сегодня охеренная. И кайфуете от ситуации. Причем по пятерке мечей это очень резко, колко отвечать на ухаживание, на знаки внимания. Это даже, знаете, как познакомиться на конфликте. Кстати, плетки к этому предполагают. У вас корабль в доме плеток. Потому что, говорю, вы здесь не ждали. 7 пентаклей, паж мечей, 7 чаш. Такой, что это здесь такое вообще? Знаете, такое поверхностное оценивание. Это вообще кто потревожил мой покой? Хорошо, будущее есть у этого знакомства или нет? Так, 8 чаш, 6 мечей и королева чаш. Могу сказать, это приятное знакомство, которое перерастет в флирт. С любовниками здесь можете точно быть. Будет ли что-то большее, это уже покажет время. Но слушайте, сама по себе здесь ситуация прекрасна. Для тех, кто у нас выбрал 12-й дом, дом сов, здесь падает коса. К сожалению, нет. Здесь аналогичная ситуация. Кто-то переживает, знаете, как расставание. Даже если вы расстались с кем-то давно, вы эмоционально от этого еще не отошли. Поэтому здесь перспектив по личной жизни, увы,
Пока не вижу. Смотрите, 9 чаш, 4 мечей, Луна, быть на Луну. Вы здесь настолько расстроены тем, что ваши эмоции остались в прошлом, вы не готовы кому-то открывать на свое сердце. Ваша боль еще здесь не остыла. Так, для тех, кто у нас выбрал 13-й дом. Слушайте, тут красавец-мужчина. Ну, девчонки, либо мужчины нетрадиционной ориентации. Здесь таки однозначно да. Потому что, во-первых, это новый человек, человек яркий. Кстати, может здесь быть разница в возрасте, потому что по ребенку можете быть как вы младше, так и партнер может быть младше. Иногда карта как описывает и характеризует человека как легкого на подъем, веселого такого, знаете, с которым не бывает скучно. То есть человек, который постоянно поднимает настроение. И знаете, как ребенок себя ведет, непосредственный, яркий. В плане знакомства это может быть на каком-то мероприятии, на детском празднике, магазин по продаже игрушек, ну, к примеру, пришли вы там покупать своему там племяннику что-то или там племяннице, или это игровая комната в торговом центре, где вы могли случайно забежать там к другу, у которого есть дети, да. Ну, то есть я говорю о том, что это не обязательно, что у вас могут быть дети, нет. Но это места, где предполагаются какие-то скопления детей. Начиная от вопросов детского сада, детская площадка и все, что напрямую или косвенно связано с детьми. Хорошо, смотрим, что у вас здесь. Так, прям выходит сама карта, я ее оставлю. Паж Пентаклей. Паж Пентаклей, дурак и тройка Пентаклей. Ну, это какое-то взаимодействие с детьми. Не знаю, знаете, как начиная даже от перевозок детей. Или может детей вести там в лагерь, просто какое-то сопровождение. Но здесь это как действительно по ситуации. Все, что связано с детьми. Так и будет. Так, а что здесь? 6 Пентаклей, 5 мечей, 8 жезлов. Отношения будут острые, конфликтные. То сходимся, то расходимся. Но могу вам сказать так. Здесь отношения как качели, скучно не будет. Повторюсь, из-за взбалмошности вашего партнера. Но если смотреть после вот этого, знаете, как этих колебаний, этих взвешиваний все за и против, человек здесь может определиться и будет идти создание семьи. Поэтому вот здесь отношения стабильные. Ну, у всех такие бывают, как я говорю, метания. В большей степени это свойственно у нас близнецам и весам, которые утром одно решение, вечером другое. Поэтому может у вас быть вот такой вот персонаж. Для тех, кто у нас выбрал 14-й дом. Здесь у нас падает карта собака. Ну, изображен здесь волк. Могу сказать так, товарищ-одиночка, темная лошадка. Здесь может быть знакомство, но внимание, потому что в связке, в совокупности карт собака, но здесь у нас изображен волк. В доме лисы это волк в овечьей шкуре, и зачастую, ребята, это человек сидевший. Я понимаю, что пути Господни неисповедимы, в жизни бывает разное, но, девчонки, будьте здесь внимательны, потому что... Ну, такие себе персонажи. Это могут быть и мошенники, это могут быть и воры. Это, в принципе, знаете, ну, поскольку сама местность, да, она как бы характеризует ловушки и капканы, это просто может быть человек-мошенник, который себе ищет жертву, например, в тех же социальных сетях. Поэтому давайте смотреть, что тут по факту. Что здесь по факту? Колесо фортуны, 6 жезлов, 3 пентаклей. Я могу сказать так, за вами точно здесь будут наблюдать, потому что колесо фортуны, 6 жезлов, 3 пентаклей. Следить либо за вашей трудовой деятельностью, либо следить за вашими финансовыми успехами. То есть, как говорю, вас присмотрят, здесь не сомневайтесь. 6 мечей, 8 чаш и туз пентаклей однозначно на расстоянии, однозначно по финансовым мотивам. Так, это будет, если меня смотрят мужчины, это просто здесь будет такая женщина, которая ищет себе жертву, поэтому мужчины здесь тоже будьте внимательны. Хорошо, каковы перспективы у этого союза? Отшельник, королева пентаклей, мир. Лучше по-хорошему разойтись, или иначе это выйдет вам дорого, потому что
Здесь отшельник все равно будете ощущать себя одиноко. Королева Пентаклей и мир – это плакали ваши денежки. Человек все равно здесь будет на расстоянии. Поэтому имейте в виду, вот такие есть персонажи. Тем более дно колоды, видите, тройка мечей, разбитое сердце. Чтобы не остались у разбитого корыта, внимательно здесь фильтруйте свое окружение в рамках следующего года. Идем дальше. Так, для тех, кто у нас... Слушайте, в 15 доме, в доме медведя падает сам медведь. И хотя он визуально здесь такой, говорю, плешивый, старый и замученный, но это не так. Это, знаете, как вам правильно объяснить? Вот здесь донести, это старая игрушка, которая мила сердцу. Это человек с вами, как я говорю, знаете, одной религии, одних взглядов, одного вероисповедания. То есть... ваши закалки, чтобы вам было понятно. Потому что здесь еще медведь в доме медведя, но это 100% покровитель, это помощь, это поддержка. Человек здесь может быть власть имущий. Так, кстати, по звезде известный или при погонах. 4 жезлов, король жезлов и 2 жезлов. Сейчас даже посмотрю на отдаленную перспективу. Умеренность, 9 жезлов, 7. Так, смотрите, сейчас буду объяснять. На момент знакомства человек может здесь быть не свободен, потому что, видите, 4 жезлов, король жезлов и 2 жезлов. То есть это имеет семью, но при этом не отказывать себе в каких-то удовольствиях на стороне, потому что, повторюсь, человек здесь значимый и видный. Если рассматривать ситуацию для мужчин, ну, ты знаете, как я говорю, баба с яйцами, то есть девушка или женщина, которая занимает очень высокое положение в госструктурах, либо имеет свой собственный бизнес, работает сама на себя. То есть такой палец в рот не клади, откусит по локоть, переживет и не заметит. Ну, а в целом, если смотреть в плане места и объектов, да, где вы можете познакомиться, это какой-то официальный прием, это ресторан, это какие-то, как я говорю, места вальяжного отдыха, будь то там покер-залы или там еще какие-то такие, ну, как это сказать, места для дорогого элитного отдыха. Тем, кто такие места посещает, я думаю, вам виднее. Итак, что здесь? Умеренность, 9 жезлов и 7 пентаклей. С одной стороны, отношения приносят комфорт, но с другой стороны, вы как бы не будете видеть здесь перспектив. Хотя страсть вас захлестнет просто по самое не хочу. Но это будет такой яркий любовный роман, потому что туз жезлов, 8 жезлов и 5 пентаклей. Отношения, которые вспыхнули, прогорели, дали вам заряд энергии, толчок. Но видите, они мимолетного характера, потому что 5 пентаклей, то есть они не ведут здесь к созданию чего-то стабильного. Здесь человек не сможет отказаться от тех отношений, которые у него уже есть. 16-й дом, дом звезд, у нас здесь падает гора. Это как блоки в реализации ваших планов, целей и желаний. То есть еще не время. Сейчас посмотрим, конечно. Четверка жезлов, 2 чаш и 2 пентаклей. Дно колоды 5 пентаклей. Ваше будет, но через 2 года. И у вас там будет создание семьи. Причем для большинства это будет актуально для тех, у кого это уже должен быть 2-й брак. Ребят, поэтому тут нужно ждать. Так, для тех, кто у нас выбрал 17-й дом, якорь. Якорь в доме аиста. Ну, это, как правило, отношения, которые надолго. Отношения, которые связаны по бизнесу или по работе. Потому что якорь у нас отвечает за такое взаимодействие. То есть это все, что связано с рабочими поездками, командировками, с рабочими встречами. Потому что аист, напоминаю, это у нас места перелетов, переездов, это у нас аэропорт, это у нас в первую очередь водитель, пилот, курьер, стюард, журналист, ну то есть знакомство в таковых местах, даже знаете, как на пресс-конференции, поэтому давайте смотреть, к чему это может привести. Туз жезлов, суд, 6 жезлов. Ох, ну слушайте, вот здесь это будет надолго. Это будет надолго, это будет стабильно. Более того, могу сказать, здесь будет семья. Здесь супер. Даже дотягивать дальше не буду. Поэтому те, кто выбрал этот вариант, тут прям масть.
Так, вот это выбрали, так и выбрали. Слушайте, у вас здесь, те, кто выбрал 18 вариант, в доме собаки падает карта креста. Карма. Будете вы здесь отрабатывать карму по полной. Причем, если смотреть, собака это друзья, это окружение, это коллеги. Это, конечно, могут быть люди госслужащие, потому что те, кто служит, да, либо те, кто может, допустим, быть у вас в услужении. Допустим, не знаю, там охранник, водитель. И это вообще связано с системой безопасности. Это пост охранника, это может быть в кругу друзей, ну или если вы собаковод, заводчик, это в местах выгула животных. Но сейчас посмотрю, что тут у вас такое тяжелое по кресту-то. Двойка жезлов, король жезлов, звезда. Мужик как с картинки. Но нюанс в том, что меня почему-то здесь смотрит человек, который в отношениях состоит. Потому что двойка жезлов — это вы здесь будете маяться, сопоставлять, сравнивать и выбирать. Так, рыцарь пентаклей, тройка пентаклей и девятка мечей. И переживания и страхи. Сейчас покажу. Переживания и страхи, потому что есть стабильность, налаженная зона комфорта, над которой вы длительный период работали. А теперь по девятке мечей переживания и страхи, потому что все, как говорится, летит в одно место. Рыцарь жезлов, девятка чаш, паш чаш. Ну, слушайте, то есть, любовная связь здесь 100% будет. 100%. Что там у вас? Видите, дно колоды, восьмерка пентаклей. Вас тут просто будут брать на абордаж, будете убегать. Хорошо, ладно, смотрю вам. Семерка чаш, жрица и тройка мечей. Но, повторюсь, для вас это будет ситуация, которая ранит, разбивает сердце. Вы не захотите уходить в новое. Вам будет слишком тяжело. Для вас это карма, тяжкая ноша. Вам совесть не позволит уйти в новые отношения. Поэтому вот так, извините. Хорошо, для тех, кто выбрал у нас 19 вариант. Здесь книга. Книга открыта, да еще в доме башни. Это госучреждение, это все, что связано с документами, органы административной, законодательной власти, юристы, нотариусы, адвокаты. Те, кто у нас там помоложе, ребятки, это универ. Это, в принципе, места обучения, это мастер-классы. То есть, при этом отношения открытые. Отношения яркие. Так, и здесь, если посмотреть по картам, рыцарь пентаклей, звезда и король жезлов, отношения, которые вас греют, вас поддерживают. Здесь отшельник, император, девятка мечей, могут быть эти переживания. Кстати, здесь человек может быть вашим наставником, либо преподавателем. Вот это интересно. Потому что здесь еще велика разница в возрасте. Вы здесь будете моложе. Но будете только в формате любовницы. Или любовника. Здесь без длительных стабильных связей. Смотрим далее с вами, что у нас здесь. В доме сада у нас падает карта гроб. Я думаю, даже нет смысла рассматривать. Здесь намертво. Здесь не то окружение, не то место жительства. Знаете, как не время, а здесь нет перспектив построения союза, построения взаимоотношений. Вот шестерка жезлов, рыцарь пентаклей и звезда. Это реализация своих собственных планов, своих собственных достижений, акцент на заработке, на раскрытие потенциала, но здесь не про отношения. Так, в доме горы падает карта рыбы. С одной стороны, гора — это как бы иностранцы, это по горе, это люди, которые увлекаются у нас альпинизмом. Поэтому, если у вас есть подобного рода страсть или увлечение, то есть вполне может здесь пройти знакомство. Ну а в целом сейчас будем смотреть, какова здесь ситуация, о чем все-таки у нас пойдет речь. Так. Ох, не зря сказала по ситуации, да, те, кто увлекается альпинизмом. Почему? Потому что, вот обратите внимание даже на прорисовку. Я думаю, здесь все очевидно. Вот это особенно итоговая 10 жезлов, где на себе все несет. Такое ощущение, как будто рюкзак.
Это путешествие, это уединенное место, это камни, либо завалено какими-то предметами, это лыжная прогулка, горы. Ну и, как ни странно, это, знаете, еще и рядом с кулером. Или, опять же, человек, который грузчик, что-то вам несет. Ну, то есть доставляет, помогает что-то разгружать. Вот здесь, хотя даже это может быть сосед, который вызвался, да, помочь вам что-то разгрузить, видит, что вы переезжаете. То есть тот, кто вам что-то еще может носить. Ну, давайте смотреть, что здесь. Шестерка чаш, десятка чаш, мир. Здесь 100% будет семья. Мои хорошие. Ну что ж, жду от вас потом обратной связи. Вот здесь супер. Так, 22 дом. Дом развилки. Падает карта сердца. А вот здесь у многих будет ситуация любовного треугольника. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Конечно же, в прямом смысле слова развилка – это перекресток. То есть это как на дороге, на светофоре. Еще это, в принципе, допустим, локации, где вы остановитесь, знаете, как смотровая площадка. Остановиться где-то, что-то по дороге посмотреть, расспросить, спросить, как, куда проехать. Зачастую бывает так. Ну, то есть это большая магистраль, улица. Вот речь идет об этом. Давайте смотреть, что же здесь. Ну что, здесь по арканам императрица, десятка пентаклей, семерка пентаклей. Здесь супружество, замужество, деторождение, рыцарь чаш, предложение. Кто-то здесь будет даже выбирать. Если вы уже на момент знакомства состоите в браке, то здесь, как показывают эти арканы, у вас будет уход из прежних отношений в новые, потому что здесь эмоции возьмут верх. У вас здесь ложится король чаш, семерка жезлов отстоять свое и восьмерка чаш, несмотря ни на что, уйти из прежнего союза в новое. Вот такой вот парадокс. Для тех, кто у нас выбрал 23-й дом. Крыса в доме змеи. Не, мои хорошие, здесь ничего. И сейчас я вас буду проверять на наличие деструктива. На наличие деструктива, потому что мне вообще не нравится эта ситуация, то, что вы здесь себе навыбирали. Ребятки, здесь родовое. Шестерка чаш, луна, десятка пентаклей. Вам нужно очиститься. Увы, простите, но здесь ничего по личной жизни сказать не могу. Потому что, ну, даже дотяну, в чем причина. Давайте посмотрим. Видите, смерть, деструктив. Я при вас достаю. Все, как бы тема закрыта. Тут нужно устранять ситуацию. Так, для тех, кто у нас выбрал 24-й дом. Звезды или звезда в доме сердца. Это идеальная любовь. Это влюбиться в идеал. Это найти свой идеал. Это обрести идеал. Вот те, кто выбрал данный аркан. Сейчас будем смотреть, что тут. Так, актуально будет для тех, кто развелся или был вдовом или вдовцом. Потому что, видите, королева мечей, мир и десятка мечей. Те, кто потерял семью или потерял партнера. Там развелись или партнер, допустим, погиб, умер. Так. Шестерка жезлов, рыцарь чаш и здесь семерка жезлов. Но вас здесь будут брать на абордаж, 100% будут здесь вас добиваться, вашего внимания. Так, боги. Могу сказать, у человека вы вызываете эмоции, вызываете радость. И здесь тройка чаш – это не вопрос любовных треугольников или измен. Она идет в связке с пажом чаш. То есть человек, который вам будет дарить радость, дарить зону комфорта. Отношения, которые действительно здесь будут, знаете, как насыщенными. Да, человек вас может сопоставлять, сравнивать, как говорят, с прежней пассией, потому что, видите, двойка жезлов, королева чаш и девятка чаш. Но то, что человек вас полюбит и будет вас любить, и будет с вами выстраивать отношения, это 100%. То есть пока мне карты не говорят о замужестве, там, о супружестве, но это отношения, которые действительно будут построены на любви и имеют перспективы. Так,
для тех, кто у нас выбрал 25-й дом. Птицы в доме кольца. Видь гнездо. Видь союз. Ну, мне кажется, здесь даже добавлять нечего. Отношения, которые говорят о том, что партнер или партнерша во время знакомства будет нацелен в отношении вас серьезно. Сейчас будем смотреть. Как правило, по кольцу это поход к ювелирам, это поход в ювелирные магазины, это просто дорогие магазины, люкс. Начиная даже, это могут быть просто там часы, ювелирка, до магазинов авто. Смотрите, десятка жезлов, влюбленный туз чаш. Человек готов взвалить на себя ваше бремя. Любовь с первого взгляда. Здесь действительно очень глубокие чувства. Здесь желание вам отдавать все, абсолютно все. Ну, посмотрим, какое будущее. Восьмерка мечей, шестерка мечей, четверка мечей. Ну, здесь развитие отношений, и здесь мужчина будет настаивать на том, чтобы вы к нему переехали. Хотя вы будете упираться, почему-то будете не готовы, потому что слишком быстро будут развиваться события. Смотрите, восьмерка мечей, шестерка мечей, четверка мечей. То есть не гони лошадей. Но по колеснице, тем более дно колоды у вас здесь, на секундочку, рыцарь жезлов, повременить здесь не получится. Здесь человек вас будет брать нахрапом. Я не привык, чтобы отказывали. И здесь почему, еще раз говорю, акцент на то, чтобы жить вместе, обратите внимание. Колесо фортуны, шестерка пентаклей и башня. Башня здесь не в формате крушения отношений. Здесь желание жить под одной крышей, потому что шестерка пентаклей и башня – это закрыть все ваши как бы проблемные моменты. Ну, то есть в чем у вас, как это сказать, крушение, да, в чем у вас пробелы, в чем у вас проблемы. Поэтому вот такая здесь ситуация. Сейчас даже специально дотяну вам, чтобы вы посмотрели на башню уточняющую карту. Видите, здесь девятка пентаклей. Это в статусе содержанки. То есть сиди дома, сиди при мне. Поэтому вот так. Хорошо. Для тех, кто у нас выбрал дом книги. А здесь падает письмо. Ну, слушайте, здесь обучение, здесь конгрессы, семинары. Здесь все, что связано, знаете, как встречи журналистов, пресс-конференции и прочее, прочее. Кстати, по переписке. Сейчас давайте дотянем, что здесь. Суд, мир, королева мечей. 100% здесь идет как встреча по переписке, либо, знаете, как пресса, журналисты. Знакомство судьбоносное, знакомство по любви. То есть тут действительно будут эмоции. Так, туз пентаклей, умеренность и пятерка жезлов. Сейчас покажу. Человек за вас уцепится не только как за что-то новое в своей жизни, а вы будете будоражить его, выводить его из зоны комфорта. И здесь справедливость, десятка мечей и колесница. Даже если человек в свое время не думал о том, чтобы на ком-то жениться или выйти замуж, или брать официальную ответственность, здесь будет кардинальная смена приоритетов. Потому что вы много в его жизни поменяете. Смерть, шестерка жезлов и двойка чаш. То есть готов на все, готов трансформироваться, меняться. Шестерка жезлов, двойка чаш ради своей любимой или любимого. То есть тут человек даже вплоть до того, что давай вперед, идем расписываться. В доме письма кольцо, официальный брак. Все, даже тянуть ничего не буду. Вот те, кто выбрал этот вариант, все. У вас еще такие карты, я понимаю, что нет другого варианта, но арканы просто об этом говорят. Мои хорошие. Вот здесь даже не буду говорить место. Вот принципиально, пусть этот момент для вас останется загадкой, но вот здесь официальный брак. Я вас с этим поздравляю, причем брак будет здесь очень счастливый. Так, в доме мужчины карта лис. Ох, ну это знакомство с ловеласом. Это ночные клубы, это через интернет, это какие-то курортные места, где папики все ищут красавиц, девчонок, или как выписывают девчонок себе. Но если мужчина мне смотрит, это даже как выписать кого-то из эскорт-услуг. Или, ну, понимаете, это, давайте так, злачные места. Начиная от вопросов казино, ресторанов, мест отдыха и тому подобное.
Но здесь это отношения будут построены на товарно-денежных началах, потому что шестерка жезлов, рыцарь пентаклей, тройка пентаклей. Это как платить за сопровождение или платить за какие-то услуги. Назовем вещи своими именами. Но если смотреть по этим картам, повешенный, рыцарь жезлов и семерка жезлов. Отношения на время. Как говорю, утолить жажду, напитаться, либо человека вы использовали в своих целях. Потому что дно колоды жрица – это любовник или любовница, то есть человек, который не останется в вашей жизни на постоянной основе. Так, в доме женщины лилии. Как правило, для мужчин это такая, если меня мужчины смотрят, женщина духовная, вся, которая сконцентрирована на медитациях, аффирмациях, на ретритах и прочее, прочее. Так, что у нас здесь? Та, которая цепляет своим менталом. Видите? Туз мечей, девятка чаш, восьмерка пентаклей. Могу сказать, еще цепляет тем, что нестандартная. Не такая, как все. Интересная, да? Если для женщины, то, могу сказать, это мужчина, который вас берет интеллектом, цепляет. Вот. И в первую очередь вас эта ситуация обескураживает. То есть где может произойти знакомство? Опять же, в этих центрах связанные, как я говорю, йога, пилатес, места для трансформации, какие-то вот поездки, ретриты, то есть, не знаю, там фестиваль массажистов, еще кого-нибудь. Потому что здесь, как вам сказать, о чем-то духовном. Причем, кстати, человек, с которым вы уже могли общаться, но вы не воспринимали его, как партнера для построения взаимоотношений. Хорошо, каковы здесь перспективы? Здесь это такое неуемная страсть, но перспектив здесь я не вижу. Потому что слишком много претензий по отношению друг к другу, кто-то слишком высоко духовно развит, а кто-то до этого не дотягивает, потому что есть ограничивающие установки в голове. Поэтому как начались отношения, так и завершились. В доме лилии у нас букет, но это четко, как я говорю, по сексуальной тяге. В первую очередь партнер или партнерша привлекают как сексуальный объект. Это желание напитаться физической близостью. Перспектив здесь не вижу, это максимум, говорю, отношения на одну ночь, потому что король жезлов – это получить то, что вы хотели, но не более того. Увы, как есть. В доме солнца карта дом. Вот это вот продуктивно, это перспективно, потому что, как правило, отношения, которые будут, как я говорю, долго вас радовать, или отношения, которые надолго, которые стремятся к стабильности. По солнцу где? По солнцу это курорты, это отдых, это санаторно-курортное лечение. По солнцу это какие-то еще мероприятия, выставки, в солярии, то есть на прогулке, в отпуске, на пляже, в жарких каких-то странах, рядом с проектором. Это, знаете, даже в магазине рядом с батарейками, с лампочками, с какими-то осветительными приборами, либо обогревательными приборами. То есть, это, знаете, как если вы пошли что-то покупать, получаете там консультацию, вам какой-то мужчина, там, не знаю, покупатель подошел, подсказал. И опять же, поскольку в доме солнца, то есть это какие-то выставки, мероприятия, приглашения, где очень много людей. Что у нас здесь? У нас здесь падает шестерка пентаклей, четверка мечей и падает жрец. То есть изначально человека воспринимать, как интересного собеседника, как человека, который дает какой-то духовный рост. Потому что по шестерке пентаклей взаимовыгодный обмен. Но четверка мечей – это то, что вы не рассматриваете его как объекта для создания семьи. Но семья-то здесь будет. Луна, мир, четверка жезлов. Тот, кто идет по судьбе. Поэтому вот так. Дальше, для тех, кто у нас выбрал дом Луны, здесь развилка. Вот здесь не вижу, будете маяться. Здесь есть установки, которые нужно прорабатывать с психологом. Здесь не о негативе, здесь позиция, знаете, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Это еще в первую очередь нужно разобраться со своими желаниями. Посмотрите сами. Повешенный, смерть, рыцарь мечей. Пошли все в одно место.
Мы все уроды. Ну, у меня, простите, что я говорю. Это вот такая вот позиция по отношению ко всем. А я лялечка. Ну, вот как-то так. Здесь нужно иметь установки. Ничего больше сказать не могу. Хорошо, в доме ключа. В доме ключа ключ. Вот это счастливый шанс, вот это фарт. Человек для вас будет как лотерейный билет. Сейчас посмотрю, что привнесет в вашу жизнь. Тройка пентаклей, рыцарь пентаклей, шестерка жезлов. Это в первую очередь очень серьезное продвижение по карьере. Карьерный рост, новые возможности, увеличение заработка, быть у кого-то на попечении. Ну, то есть человек просто для вас, ну, как манна небесная. Это не имеет значения. У меня мужчина здесь смотрит или женщина. Это справедливо будет для представителей обоих полов. Места встречи, страховой агент, фондовые рынки, места, где что-то связано с брелками, замками, электронными картами, ключницами, пароли, коды доступа. То есть это как может быть приглашать еще экспертов в свой дом. Но в первую очередь это связано с ресурсами. То есть это все-таки связано с деньгами. Начиная от страховых рынков, пенсионных фондов, каких-то, знаете, говорю, частных, там, где люди накапливают деньги. То есть это с целью поднимать ресурсы. Так, дальше. В доме рыб башня. Ну, такое. Как правило, если смотреть ну, на событийном аспекте, когда у нас башня падает в доме рыб, это по службе, это госструктуры, это когда ты понимаешь, что ну, ничего путнего из этого не выйдет, но все равно вот хочу и баста, вот прям хочу эти отношения, а там уже как-нибудь разберемся. Но вообще это как бы банки, это места, где имеем дело с деньгами. Реже. Это может быть как аквариум, дельфинарий, бассейн, океанариум, торговые точки с напитками. Вот так. Ну и фондовый рынок и биржа. Тоже. Сейчас объясню почему. Ключ в доме ключа – это открытие новых перспектив, а в доме рыбы башня – это все, что финансы у нас – это рыбы, а башня – это структура, то есть финансовые структуры, чтобы было понятно. Хорошо, что здесь? Луна, жрец, восьмерка пентаклей. Ну, здесь точно по работе. Смотрите, луна, жрец и восьмерка пентаклей. Кто-то на момент знакомства будет не свободен, будет в браке. Это можете быть как и вы, так и, допустим, партнер или партнерша, с которым вы знакомитесь. Да, тройка чаш, десятка пентаклей, пятерка чаш. Любовный треугольник. Человек останется в семье, и видите, пятерка чаш сокрушаться. Здесь только, ну как, насытиться эмоционально. Будет ли какая-то польза для вас в финансовом аспекте? Ну, по семерке жезлов максимум частично. Это как какие-то для вас подарки, пока вас завоевывают. Так, в доме якоря карта женщины. То есть женщина, которая войдет в жизнь надолго. Якорь – это работа, бизнес, все, что связано у нас, в принципе, с работой. Но я думаю, вы это уже сами понимаете. И еще по якорю у нас это, знаете, как, кстати, для многих это может быть момент после переезда, когда вы собираетесь, говорю, бросить якорь на новом месте жительства. Иногда бывает и так, когда вы пытаетесь адаптироваться. Ну, а в целом еще дополнительно это прибрежная территория. Ну, порт, причал реже. Хорошо. Давайте смотреть, что же здесь. Так, паж чаш, король чаш, королева мечей. То есть тут отношения на эмоциях. Императрица, девятка мечей и тройка пентаклей. Переживания, да, куда это все выльется, как это отразится. Да что ж вы такие все несвободные смотрите? Потому что вот императрица, девятка мечей, тройка пентаклей, коллега по работе. Но партнер или партнерша, на которого вы смотрите, не свободен будет. Жрица, император и королева жезлов — это будет в статусе любовника или любовницы.
Влюбленные, и у нас здесь падает 5 мечей, паж пентаклей, ну, то есть отношения только в статусе любовников. Перспектив создания семьи здесь нет. И для тех, кто у нас выбрал итоговый вариант, здесь Луна в доме креста. Здесь вопрос отработки личной кармы. Не деструктив, не родовая программа. А здесь, ну, вообще могут быть какие-то сложные ситуации в личной жизни. Личная жизнь может не клеиться. Проигрываться по одному и тому же сценарию постоянно. Сейчас буду смотреть. Да, не обижайтесь на меня, но здесь может смотреть меня старая дева или такой заядлый холостяк, потому что, смотрите, король пентаклей, 8 мечей, 9 жезлов, это полная закрытость, это страх отношений. Кстати, у кого-то это может быть вследствие травмы. Сейчас объясню, какое это, как может быть психоэмоциональное насилие, потому что даже дно колоды башня, человек, который пережил, ну, может быть, не дай бог, конечно, в детстве изнасилования, либо какие-то эмоциональное или физическое насилие. Человек очень сильно боится отношений, от них закрывается. Хотя их и хочет, но, видите, не готов. Здесь нужна очень серьезная помощь психолога. Очень хорошая терапия здесь нужна. Да. Суд, туз мечей и паж чаш. Видите, здесь указание. Суд, туз мечей. Решите разрубить Гордиев узел, убрать эту опухоль, эту проблему. Поможет специалист, поможет врач. И что будет после этого? Только после этого, мои хорошие, у вас здесь появится партнерство. Хотя вы по-прежнему будете его бояться, но тем не менее здесь уже хотя бы будет шанс. Ну что ж, я надеюсь, я вас порадовала. Я жду от вас отзывы, я жду от вас комментарии. Я для вас старалась, писала это видео. Пусть оно для вас будет во благо. Если оно для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. И я, конечно же, жду вас снова в новых видео. Всем пока-пока.